Мне очень нравится совместный досуг. Одно из моих любимых занятий — это настольные игры. У нас дома есть, наверное, штук 7.
сказала, что я очень люблю создавать красивые вещи и вообще процесс создания, процесс творчества. Это необыкновенное удовольствие. И удовольствие от начала до конца, когда тобой завладевает какая-то идея, словно вырастают крылья, образно говоря. Или другой вопрос. Жила в одном месте. Я очень люблю это чувство, когда ты делаешь что-то не потому, что надо. Или пришло время, или что-то подобное. А потому что тебя гонит это чувство. Когда ты делаешь, потому что ты не можешь не делать. Настолько в тебе свербит это ощущение. Ты хочешь это выразить. Ты хочешь это сделать. Ты придумываешь, как, и ты приступаешь с огромным энтузиазмом. К сожалению, бывают ситуации, когда этот энтузиазм, в процессе немного гаснет, потому что возникают какие-то препятствия. И редко можно представить себе ситуацию, чтобы ты себе что-то напридумывал в тот же момент сел и сделал. Вот. Как минимум иногда надо бывает что-то так убить для того, чтобы исполнить задуманное. Или возникают какие-то проблемы, сложности. Но факт остается фактом. Процесс создания чаще всего занимает меня целиком и полностью. Я вообще человек однозадачный и могу даже не услышать, что мне говорят. И я не выделяю какой-то вид творчества напротив остальных. Мне нравится много, мне нравится. То есть творчество можно применить к очень и очень многим видам деятельности, даже приготовлять еду или даже убираться можно творчески, например, когда я была маленькая. И мне надо было прибраться, да я часто представляла себя героиней какой-нибудь сказки, например, Золушкой. А если погладить, то я представляла себе, что я снимаюсь в рекламе утюга. Вот такие ролевые